Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить восхитительный кулич краффин в ПП-варианте. Сочная яркая начинка и красивые завитки. Такой кулич порадует и вкусом, и внешним видом. При этом его не нужно покрывать глазурью, что, конечно, существенно упрощает приготовление. Нам понадобится 180 грамм творога. Подойдет любой творог, в котором нет избытка жидкости. Важно, чтобы творог был комнатной температуры. И все ингредиенты нужно заранее достать из холодильника. Добавляем 35 грамм масла, у меня кокосовое. Тщательно измельчаем эти ингредиенты блендером до максимальной однородности. Получается вот такая гладкая паста. Добавляем в нее одно яйцо. И размешиваем до однородности уже лопаткой. Добавляем все сухие ингредиенты. 135 грамм цельнозерновой пшеничной муки. Если вы используете безглютеновые виды муки, то обязательно нужно добавить псилиум или ксантановую камедь. Способ замены я пропишу в описании под видео. Добавляем подсластитель и 3 грамма соды. Тщательно перемешиваем все ингредиенты вместе. При желании вы можете добавить ваниль, корицу или, например, цедру цитрусовых. Тесто получается мягкое и податливое, но пока достаточно липкое. Перекладываем его в пищевую пленку, хорошо запаковываем и оставляем в холодильнике на 2-3 часа. Коврик или бумагу для выпечки присыпаем небольшим количеством муки. Выкладываем тесто, накрываем пищевой пленкой и раскатываем. Чем тоньше получится пласт, тем больше слоев будет в краффине. Снимаем пленку, промазываем тесто маслом, у меня снова кокосовое. В качестве начинки у меня будет 50 грамм кураги, нарезанной маленькими кусочками, 20 грамм грецкого ореха и 20 грамм шоколада. Конечно, вы можете выбрать орехи и сухофрукты на ваш вкус. Тщательно прижимаем начинку к тесту, вдавливаем, чтобы кусочки не выпадали. И плотно скручиваем тесто в рулет. Прорезаем рулет посередине, отступив 2-3 см от его начала. Раскрываем. И теперь скручиваем одну половинку от кончика к основанию, так, чтобы вся начинка, весь рисунок был снаружи. Это будет нижняя часть краффина. На нее кладем основание. И точно таким же образом скручиваем вторую половинку. Этот завиток выкладываем поверх основания. И особое мастерство, если у вас получится вывернуть его вверх разрезами, чтобы верхушка краффина была рельефной. Если что-то выпало, возвращаем его на место. Форму для кулича смазываем маслом. У меня это силиконовая форма, но можно использовать любую, в том числе и бумажную. Моя форма высотой 8 см и диаметром 9,5 см. И я не рекомендую вам выпекать из этого теста более крупные куличи, увеличивая количество ингредиентов, так как они могут не пропечься. Выкладываем тесто в форму и отправляем выпекаться при температуре 180 градусов Цельсия примерно на 1 час. Время может отличаться. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Важно остановить выпечку, как только шпажка из середины кулича выходит сухой. Краффины при таком режиме выпечки получаются вот такие загорелые. Если вы хотите получить более светлую верхушку, то имеет смысл поставить краффин чуть ниже в духовке, либо накрыть его верхушку фольгой во время выпечки. А пока краффин остывает, накрываем его пищевой пленкой или полотенцем, чтобы он оставался мягким. Когда кулич остыл, вынимаем его из формы и можно наслаждаться. Для него не нужна глазурь или какой-то дополнительный декор. Этот кулич красив за счет своего рельефа.
Можно посыпать его пудрой, она лишь подчеркнет его завитки. У меня это пудра монкфрута. Напомню, что куличи с разными видами глазурей в ПП-варианте уже есть на моем канале. Ссылки на них оставлю в описании к этому видео. Давайте разрежем. У этого кулича по-настоящему хрустящая корочка и очень мягкий влажный мякиш. Посмотрите, рельеф не только снаружи, но и внутри. Мне кажется, это очень красиво. Много начинки. И нежный вкусный мякиш. Конечно, это не дрожжевые булочки, и с пухом его не сравнить. Этот кулич по своей текстуре больше похож на пышный влажный кекс с большим количеством начинки. И это очень вкусно. ПП-кулич содержит больше белка, чем привычная дрожжевая выпечка. Он порадует вас не только своим вкусом, но и пользой. Правильная выпечка для праздничной атмосферы. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!